Всем привет-привет! Сегодня будем смотреть расклад на тему, какие силы стоят со мной. Почему я поставила предлог «со мной», а не «за мной», либо «надо мной», потому что я хочу сделать акцент именно на сотрудничество, то, с какими силами вы сотрудничаете и взаимодействуете. Не те, которым вы служите или находитесь в подчинении, да, вот, и наверняка нету сил, которые подчиняются вам. А здесь больше акцент идет на некое такое сотрудничество и на обмен. Ты мне, я тебе, да, то есть чтобы не было никакого подчинения. Вот акцент я на это захотела сделать. Вот, потому что, как правило, силы всегда подчиняют себе, да, за исключением, если ты являешься очень сильным, мощным магом, когда ты можешь подчинить себе силы, но, я думаю, такие единицы. Вот. А вот сотрудничество и взаимодействие с силами – это более такой оптимальный формат взаимодействия. Вот сегодня именно это мы и будем смотреть. Позиции вы видите перед собой, тайм-коды тоже есть, вся информация обо мне по ссылке «Мои услуги», все, что вам необходимо знать. Заходите туда, читаете, смотрите, и если я вам нужна, да, все контакты тоже есть там. Итак, смотрим, да, вариант номер 1. Какие силы, да, стоят рядом с вами. Иерофант. Те силы, в которые вы верите. Можно ли сказать... знаете, я бы так сказала, что это по своей... Как это не то, что по природе, да, а по своему служению силы, они нейтральные, с уклоном, конечно же, больше к свету, но здесь будет все зависеть от того, во что вы верите и что вы будете транслировать как проекция на эти силы. Потому что Иерофант нам указывает здесь на веру, да, в плюсе он может быть с акцентом на добродетели, да, на что-то такое светлое, на высокие вибрации, но в минусе он может быть как дьявол, деспотичный, то есть и работа темных сил. И те, и другие, они необходимы. Но здесь я бы сказала так, силы нейтральные. В большей степени силы, может быть, здесь могут быть духовные учителя, ваши наставники, да, ваши учителя, ваши наставники, и либо силы, которые направляют вас больше именно в то русло, где можно будет передавать какую-то информацию другим людям. Через вас каким-то образом передавать информацию, да, либо вы должны быть как проводником, как наставником, учителем, проповедником. Что-то здесь такое. Еще какие силы стоят рядом с вами? Силы, которые помогают вам, влияют на ваше сознание и направляют вас, да, силы, которые вас подталкивают к новым берегам. Силы, которые подготавливают определенную почву, да, на перспективу, что можно будет посадить. Ну и рыцарь жезлов тоже указывает на то, что здесь больше силы, которые вами движут, да, то есть передают вам какой-то опыт, который помогает вам двигаться. Ну вот, как сказала, да, про дьявола, вот он и вышел. Смотрите, я не могу сказать, что здесь прям 100% светлые, да, здесь, как вы видите, начали с Иерофанта, закончили дьяволом. Здесь может быть либо 50 на 50, либо здесь может быть сотрудничество как светлых, так и темных, то есть они между собой могут сотрудничать. Вот, здесь либо это бывает какими-то этапами, периодами, да, когда вас либо проверяют, да, на прочность, на веру, то, чему вы служите, и могут меняться, да, либо здесь могут они сотрудничать вместе. И светлые силы, и темные силы. Все будет зависеть от цели.
Если, допустим, надо пройти какую-то проверку, то здесь будут темные силы, которые будут вас искушать. Их задача проверить вас на прочность, проверить вас на вашу веру и на ваши теневые аспекты, да, то есть насколько они прокачаны или нет. То есть светлые силы вас направляют, вас обучают, а темные силы искушают и проверяют. Для чего они? Хотя, в принципе, мы уже ответили, но все равно для чего? Ну, они помогают, способствуют вашему развитию, да, для того, чтобы вы стали независимой, да, чтобы вы стали целостной, чтобы вы научились себя проявлять в этом мире, да, проживать по полной. И еще для чего эти силы стоят с вами? Вы должны... Вы должны, как я сказала, да, уже проводники, вы должны здесь сделать выбор, согласны ли вы как-то взаимодействовать с эзотерическими направлениями или нет. Ну-ка я уточню, в чем вы тут должны определиться. В переменах, да, то есть здесь что-то должно измениться. Ваш путь, он вообще должен измениться. Вот сейчас, да, видимо, это этап, который мне показывают на моменте здесь сейчас. Есть и те, и другие силы, и здесь вопрос выбора. Какую колонну, да, вы выберете, милосердия либо строгости. То есть на какую сторону вы встанете, на сторону белых, либо на сторону черных. Потому что пришло время каких-то перемен, да, то есть здесь какие-то перемены должны произойти. Еще для чего эти силы стоят с вами? Потому что у вас очень много наработок, у вас уже достаточно большой опыт, и, по-моему, в прошлом либо позапрошлом раскладе я уже говорила о том, что наступило время масштабироваться. Вот здесь об этом идет речь, да, то есть пришло время уже передавать этот опыт другим людям. Либо тот опыт, который у вас есть, начать его использовать. Вот вы как будто бы находитесь на таком ключевом, на моменте, на такой реперной точке, да, какой путь, какую ветку развития вы для себя выберете. Это когда молодой человек уже, да, либо девушка, либо парень начинает определяться, да, в своем пути, да, в какой вуз я вступлю, либо уже по окончанию вуза, какой путь я выберу. Вот здесь произошел какой-то момент взросления, и вам предлагается выбрать, на какую сторону вы пойдете, что вы хотите. Здесь даже не столько, какой стране вы будете служить, да, сколько то, что вы хотите, вот в зависимости от вашего желания, туда, куда вас сейчас подталкивают, те силы и будут с вами. Чем вы полезны силам? Чем вы полезны силам? Вы умеете направлять свою внутреннюю силу на примирение, на единение. То ли вы можете объединять людей, то ли вы можете исцелять, да, то есть использовать целительство, но здесь не обязательно руками, здесь целительство вашей собственной энергетики. Но пока на данном этапе я вижу, что есть вот какое-то сопротивление, есть какая-то борьба. Здесь еще нету принятия этой силы. Почему? То есть вы еще с ней не слились. Пока вы находитесь в какой-то стабильности, здесь сложно впустить что-то новое. Вы не хотите перемен. Вы сопротивляетесь. То есть вот те силы, которые стоят, неважно, светлые или темные, и тем и другим вы сопротивляетесь. Вы живете так, как вы привыкли жить, и вы не готовы как будто бы вообще взаимодействовать с силами. Почему? Колесо фортуны. Ну, у вас уже был какой-то такой опыт, либо в прошлых воплощениях, либо когда-то уже давно.
У вас нету цели. Смотрите, здесь такое ощущение, что вот вас как будто бы ведут к переменам в жизни. Здесь не совсем про практику, а здесь про то, что вас ведут к переменам в жизни, когда вы будете изобильны, когда вы будете проживать такую удобную, комфортную, достаточно практичную жизнь, да, и когда ваше финансовое положение, оно улучшится. Но дело в том, что у вас не стоит это как цель. То есть либо материя не стоит как цель, да, достижения чего-то, либо финансовый вот этот вот вопрос, то есть да, мне хотелось бы, да, иметь денег, но это не главное в моей жизни, поэтому я не ставлю для себя это как цель. И здесь такое ощущение, что вот вы не нацелены на улучшение своей жизни, своего благосостояния. Вы, не знаю, вы как будто бы не хотите этих перемен. А что вам предлагают-то эти силы? Что они предлагают? Ну, пока не совсем понятно, пока есть иллюзорность. И из-за того, что вы не совсем понимаете, что они хотят от вас и что они могут вам предложить, здесь у вас есть переживания. Но, по сути, они вам предлагают отказаться от жизни в мире иллюзий и страданий, изменить свою жизнь и начать улучшать ее. Но у вас нет ресурсов, вы как будто бы понимаете, вы не верите. То есть, что бы они здесь вам не предложили, вы не берете это. Вы не согласны, вы не даете свое согласие. Здесь, возможно, вы не верите даже. Я не могу сказать, что здесь есть какие-то страхи, но здесь как будто бы нету понимания. А зачем вообще мне взаимодействовать с этими силами? Что они могут мне дать? Хорошо, давайте мы посмотрим тогда, как эти силы проявляются через вас. Сначала светлые, как светлые силы, вот эти вот учителя, они проявляются через вас, через ваши желания. Через ваши желания, через ваши мечты, стремления, через зов души, через ваш внутренний голос, интуицию, то, как вы общаетесь глубоко внутри себя, то, что вы хотите, да, и то, что вам транслирует ваша душа. Либо когда у вас повышаются вибрации. А как через вас проявляются темные силы? Через праздник, через легкость. С одной стороны, с другой стороны, через тревогу, через беспокойство. Противоположность, извиняюсь. Когда вы, возможно, хотите получить что-то достаточно быстро, либо когда вы хотите такого праздного образа жизни, вот, но... Либо, нет, не праздного образа жизни, а когда вы довольствуетесь тем, что когда-то было наработано, да, и сейчас вы это потребляете. Но это приходит к завершению. В какой-то момент плоды ваших трудов закончатся, и вы будете очень сильно переживать. В любом случае вам придется двигаться. То есть либо они как будто бы направляют темные силы, да, предлагают вам использовать то, что когда-то уже было наработано, либо было уже использовано, опробовано вами. И вот этот ресурс, он заканчивается. Также через какие-то нервные переживания, срывы, да, то есть вот тревога, беспокойство, чувство вины. И также они проявляются, когда вы не получаете желаемых результатов. То есть каким-то образом они выкачивают из вас энергию, говоря вам о том, что продолжай работать, продолжай делать то, что ты делаешь, подожди, да, это обязательно все получится. То есть когда морочат вам голову, да, какими-то ожиданиями. Угу. Когда вы не хотите что-то принимать, а что конкретно вы тут не хотите принимать, ну, жизнь такую, какая она есть, да, и
Ну-ка, я уточню. Когда вы не хотите брать ответственность за свою жизнь, понимаете? Когда вы хотите только праздника, веселья, отдыха, такой, знаете, стабильной, размеренной, но при этом позитивной жизни. То есть светлые силы вас, наоборот, куда-то направляют, куда-то вас ведут, да, возможно, через некую иллюзию, через, может быть, утопию, идеализацию чего-то, но в любом случае они ведут вас через звезду, через повышение своих вибраций. А темные силы, да, они здесь более практичные, они небесные. Вот разница, да, светлые силы, они идут как-то через небеса, через что-то возвышенное, через что-то прекрасное, может быть, через интуицию, вдохновение, да, какие-то озарения, вот, какие-то состояния, через состояние. А темные силы, они ведут вас через действие, через практику. Подожди, да, через все земное. Подожди, не торопись, закройся от внешнего мира, отдохни, да, повеселись. Либо идет перепады, да, один день я веселюсь, другой день я, наоборот, как-то огорчаюсь, тревожусь и беспокоюсь. Здесь разные моменты могут быть, разные моменты могут проходить. Как-то так они проявляются. Не знаю, вот у меня такое ощущение, что здесь что-то еще не досказано, но я не могу понять. Но вы в любом случае находитесь здесь на выборе. В каком направлении вы пойдете, что вы хотите. А вообще, знаете, вот так вот, как я смотрю по этим энергиям, да, по первой позиции, вы вообще ничего не хотите. Ни одну сторону выбирать, ни другую. Такое ощущение, что здесь есть как будто бы третий вариант. Это ваш вариант. Я вообще не хочу взаимодействовать ни с какими силами, да. Четверка жезлов. Оставьте меня в покое. Я вообще закрываюсь от этого всего. Вот, мне ничего не нужно. Но хотя в этом тоже есть иерофант. И перевернутый дьявол. Не знаю, больше нечего мне здесь сказать. Такой сегодня не совсем глубокий расклад будет, я так поняла. Такой достаточно легкий. Если что, в будущем можем повторить, либо сделать аналогичный расклад в телеграм-канале. Так, это была первая позиция. Вторая. Двоечки, какие силы стоят рядом с вами? Силы, которые предоставляют вам уверенность, да, силы, которые вдохновляют вас. Но здесь вдохновение не как по первой позиции, да, на что-то такое, на повышение вибраций, а на поднятие самооценки. Они как будто бы вас, не знаю, здесь ощущение как воздуха, да, как они вдыхают вас, какую-то вот поддержку, да, что все получится, давай будем двигаться дальше. Ты молодец, преодолей. Вот какие-то такие энергии. А с другой стороны, они как будто бы помогают вам удовлетворять ваши желания. Потому что так вы чувствуете себя на коне. Какие силы еще стоят рядом с вами? Силы, помогающие вам в профессиональной деятельности, да? Силы, помогающие достичь чего-то. Либо это может быть профессиональная деятельность, либо это может быть рутина какая-то, да, обыденность ваша. То есть они как будто бы помогают вам находить сложные решения. Особенно в те моменты, когда вы разочарованы, либо огорчены. Вот эти силы, которые вдыхают в вас желание, мотивацию, огонек, да, то есть на то, чтобы вы двигались. То есть это какие-то вот такие жизненные энергии, но они, знаете, мне как напоминают здесь как элементалии каких-то.
То есть здесь нету сил таких мощных, например, да, а вот, например, как по первой позиции. Здесь что-то такое более мелкое, но при этом мелкое я имею в виду вот как-то более простые по своей структуре, по своей природе здесь силы. Их задача поддерживать вас, вашу вот эту вот живность, поддерживать какой-то внутренний огонек, любовь к жизни, к движению. Особенно здесь акцент идет на то, когда вы падаете духом, когда вы разочаровываетесь, вот как будто бы вам идут какие-то подсказки. Прям, знаете, как то ли голос шепчет, то ли бывает так, что вот вы как-то вот прогуливаетесь, какой-то такой легкий ветерок. Вот мне почему-то идет стихия воздуха. Да, здесь есть и огонь, но вот в подсказках, да, идет стихия воздуха. Как будто вот вам что-то шепчет, нашептывает здесь. Но энергии, они легкие. Они не тяжелые, здесь нету принуждения, здесь нету прям сильного какого-то влияния. Вы их даже ощущаете. Для чего эти силы стоят с вами? Ну вот они помогают вам в принятии решения, когда надо что-то прояснить, когда надо наполниться какой-то вот отваги, храбрости, да, чтобы принять какое-то решение и двинуться дальше. Я бы сказала так, что здесь эти энергии, они помогают вам с вашей самооценкой. Причем тогда, когда она падает. И еще для чего они вам? Ну, как поддержка здесь идет. Когда в вашей жизни наступают перемены, и вы впадаете в уныние, и наступает момент какой-то такой, знаете, отсутствие яркости красок, некое такое пресыщение, нежелание двигаться дальше, нежелание разрешать ситуацию самостоятельно. Вот в такие моменты, да, в момент уныния появляются ваши силы. Ну, они вас поддерживают. Кстати, здесь могут быть и какая-то ангельская такая система, потому что, я говорю, здесь как воздух идет и колыхание ветра, поэтому, ну да, здесь могут быть ангелы. Чем вы можете быть полезны? Секунду. Я не совсем здесь понимаю, чем конкретно вы можете им быть полезны. Почему? Потому что десятка жезлов указывает на то, что вот я бы сказала, что вы для них являетесь как, не знаю, какая-то ноша, что ли. То есть здесь не то, чтобы вы им можете быть полезны, а наоборот, это они вам полезны. То есть не вы им нужны, а они вам нужны. Вы можете быть им нужными тогда, когда, вот, допустим, ваше тело нужно им. То есть через ваше тело, через вашу плоть что-то должно случиться. То есть что-то вы должны сделать, либо как-то что-то кому-то передать, протранслировать. То есть вот вы являетесь полезным сосудом для их каких-то решений и действий. Такое ощущение, что вот они как-то через вас действуют. Вот ваше тело, оно им полезно. Еще чем вы можете быть им полезны? В прошлом были, сейчас нет. Сейчас нет. Знаете, здесь как будто бы вам нужно поработать над собой, да, обрести некую такую целостность. Почему? Потому что вот в большей степени здесь идет поддержка с их стороны, чтобы вы как будто бы не упали, чтобы вы как-то не развалились, не разрушились. Вот они вас в большей степени поддерживают, и вы были бы им полезны, если бы
ну, в большей степени, да, помимо того, что я уже сказала, если бы вы вот больше ухаживали за своим телом как-то, да, если бы вы ощущали себя более целостным, чтобы не было вот... У меня такое ощущение, что вот вы как, знаете, треснутый какой-то сосуд. И вот сколько бы воды в него не наливали, он все равно через вот эти вот трещины он будет пропускать. И здесь как будто бы хочется сказать, что вот надо вот эти вот трещины как-то, не знаю, замотать, замазать, залатать, вот что-то сделать, чтобы сосуд не пропускал воду. И вот от вас будет больше толку, если вот вы не будете вот этим поломанным сосудом, да, если вот вы свои вот эти трещины и дыры залатаете, вот тогда будет какая-то целостность, и тогда через вас, возможно, будет пропускать намного больше света. Потому что здесь как-то, знаете, свет, он идет как-то коряво, да, то есть он не напрямую идет, он как-то то левее через вас проходит, то правее. А вот он как будто бы ищет, где есть какая-то дорожка, по которой можно было пройти, потому что у меня такое ощущение, что вот какие-то углы внутри вас, да, какая-то надломленность присутствует, ну, то есть нету обтекаемости, нету вот гибкости, что ли, нету вот какой-то гладкости, все время какие-то вот внутри вас какие-то преграды, какие-то углы, какие-то ступеньки мне идут. То есть нету прямого такого прохода через вас, поэтому от вас будет больше толку, если вы позаботитесь немножко о своем теле, позаботитесь о своем здоровье, вот, и о том, чтобы не ставить каких-то преград, чтобы этот свет, он проливался и проходил через вас насквозь. Вот тогда будет от вас польза. А пока как будто бы они все время вас лечат, как-то вот заботятся, как-то вдохновляют. Вот такое ощущение, как к маленькому ребенку относятся. И в ожидании того, что вот когда этот уже маленький ребенок вырастет, да, и сможет принести стакан воды, не мы будем приносить постоянно ему воду, да, потому что он какой-то беспомощный, а вот когда он уже начнет приносить нам воду, да, приносить какую-то пользу. Но они достаточно терпеливы здесь. Хорошо, и последний вопрос, как они проявляются через вас? Знаете, я бы сказала, как некий... энергия здесь огня опять идет, видите, огонь и воздух, да, вот эти вот две стихии здесь проходят, проявляются, когда вы прям, знаете, вдохновлены, либо у вас появляются какие-то новые идеи, да, и вот вы их думаете, и с одной стороны они вас наполняют, потому что вот вы как-то радуетесь, да, вы включены, здесь проходит энергия энтузиазма, такой наполненности, силы, я хочу это сделать, я хочу и это попробовать. И вот когда вот вы горите чем-то, да, какими-то своими идеями, когда у вас появляется желание двигаться, да, что-то, вот имейте в виду, потому что здесь идет вот энергия победителя, тогда они проявляются через вас. Когда вы очень активны, либо думаете о чем-то очень активно, но не в контексте решения, да, чего-то, а именно в контексте размышления, делаете какие-то выводы, то есть какая-то движуха происходит в вашей голове, но она позитивная, она не проблематичная. Как еще они проявляются через вас? Ну, через любовь. Через любовь, через эмоции, через то, когда вы ощущаете наполненность, да, наполненность. Вот опять же таки, да, мне идет такой момент, когда вы хотите реализовать какую-то свою мечту, либо реализовать какое-то свое желание, либо когда к вам приходит какая-то идея, вы представляете, как вы могли бы ее монетизировать, например, да, как могли бы на ней зарабатывать. Вот в эти моменты, да, как будто бы вот именно через вас эта сила, она и проходит, и она и ведет. То есть, с одной стороны, она вас ведет, а с другой стороны, она использует этот момент вдохновения, наполненности, когда дух захватывает, и вы себе говорите, да, вот я хочу, вот это вот мое, вот этим буду заниматься, вот это буду делать, вот в эти моменты.
Еще как она проявляется через вас. Когда у вас хватает силы и мужества отказаться от чего-то наработанного в прошлом, либо любимого для того, чтобы двигаться дальше. Да, когда вам хватает сил сказать чему-то нет и двинуться дальше. То есть, заметьте, когда надо какое-то движение, да, когда надо здесь не заставить себя, а именно набраться храбрости и смелости и сказать, что нет, все, я отказываюсь от этого прошлого, либо я отказываюсь от чего-то, что мне уже не нужно, что меня сдерживает, что мне, возможно, не помогает, что является мне грузом. То есть как будто бы человек здесь наполняется силой именно в этот момент. И вот эта сила помогает ему найти правильные слова, сказать то, что я отказываюсь от чего-то, я оставляю что-то позади. Вот в эти моменты именно, когда вы переполнены, да, и, допустим, вы никогда не можете никому сказать «нет», а тут вдруг у вас появилась сила, и вы сказали, а кому-то отказали. Вот в эти моменты проявляется ваша сила, сила, с которой вы взаимодействуете. А вообще, если мы говорили, вот уж я сказала, да, в самом начале, сила рядом со мной, здесь вот такое чувство, что отношение силы к вам, оно как будто бы как матери к ребенку. То есть здесь в большей степени такое. Здесь нету доминирования, но в любом случае здесь есть какая-то энергия превосходства, да, то есть, ну, понятно, что эта сила, она сильнее вас, но она не использует свою вот эту вот власть над вами, там как-то в негативе. Наоборот, да, здесь очень много энергии и сил вам отдается, и вы это можете прям вот ощущать. Потому что вы очень часто впадаете в уныние, очень часто впадаете в какие-то огорчения, разочарования. И вот поскольку у вас идет вот эта эмоциональность, чем больше и дольше вы эмоционируете, тем больше проявляется энергия заботы и любви в вашу сторону, да, чтобы вот как-то вашу потребность закрыть в контексте того, что вы нужны, да, чтобы вы не отчаивались, чтобы вы не огорчались. Вам и передают эту как будто бы информацию, вот как-то, знаете, как любовь, как окутывание, как объятие, да, что все хорошо, мы в тебя верим, в следующий раз получится, давай пойдем. Вот здесь какая-то такая забота идет, очень ярко выраженная. Так, это у нас была вторая позиция. Но энергии, в принципе, здесь легкие. Причем, знаете, здесь могут быть иногда... Если мы говорим про любовь и заботу, да, то это вот какая-то ангельская здесь энергия идет, система такая, потому что я вижу очень много света. А если мы говорим про энергии огня, то, что я сказала, элементали, да, огня и воздуха, то здесь еще они могут быть, знаете, какие-то вот такая игривая энергия, а иногда они могут подшучивать над вами, иногда они могут смеяться, но здесь не с негативной точки зрения, да, то есть иногда могут быть у вас такие моменты, и вы замечали, что что-то положили куда-то, какую-то вещь, и не можете вспомнить. И вот такое ощущение, что вот кто-то с вами играет, то есть вот вроде бы, ну вот начинаю вспоминать, да, куда я положила, к примеру, ключи, и только делаю шаг в направлении, допустим, пойти поискать, что-то происходит, и вот как-то я забываю, и куда я хотела пойти, и что я хотела сделать. Ну, то есть вот такое ощущение, что они как будто бы с вами играют. Здесь они не дразнят, они ну, это какое-то такое развлечение. И это связано с тем, что вы очень наивны. Вы очень, как-то, знаете, вот по-детски открыты. И они, играя с вами, ну, это вот как, знаете, как дети играют между собой там в прятки, там, либо еще в какие-то игры, вот маленькие дети, вот они с вами играют как будто бы как с маленьким ребенком. Не потому что они хотят как-то вот насмехаться над вами, нет, а здесь какое-то вот игривое такое настроение, да, и еще вот как будто бы иногда им нравится вас подразнить, потому что им нравится ваша реакция. Вот вы знаете, вот бывает так в отношениях, да, когда
Да вообще просто в отношениях с людьми. Когда ты хочешь не то чтобы над кем-то посмеяться, как это сказать, ну, разыграть кого-то, да, допустим, там, подготавливаешь какой-то праздник ко дню рождения, да, вот, и в этот день, ну, именинника не поздравляешь. И вот он ходит, да, по разным местам, неужели меня забыли, неужели там никто не смотрит, что у меня сегодня день рождения, такой приходит в расстроенных чувствах вечером домой, и свет включается, да, как в кино, и все кричат там «С днем рождения», он такой радостный, ну, типа разыграли. Вот здесь какая-то такая энергия, здесь нету негатива, но очень часто вас разыгрывают. Почему? Потому что ваша, как это сказать, настоящая энергия, реакция, вот эта вот невинная реакция, она настолько естественная, что вот за вами очень приятно наблюдать. И поэтому, когда вот вы реагируете, вот как маленький ребенок, понимаете? То есть, если, допустим, вы подарили какой-то подарок, вы прям радуетесь, вот, и это все естественно происходит. И поэтому им нравится с вами играть, либо разыгрывать вас, либо немножечко насмехаться, потому что вот, ну, это какая-то вот подлинная такая ваша настоящая реакция на какие-то действия, которые умиляет, да. Но вот это вот умиление, оно с улыбкой, это вот прям, это дорогого стоит, поэтому они иногда с вами играются, ну, без какого-то негативного умысла. Итак, позиция номер 3, зелененький камешек. Троечки, какие силы стоят рядом с вами? Туз пентаклей. Здесь серьезные силы, силы перемен, да, силы перемен. Что-то тут такое опять у троек происходит. Сила. Возможно, как вариант, я бы могла сказать, что здесь есть силы, связанные с прошлыми поколениями, да, возможно, предки. Но здесь какие-то другие, очень серьезные, здесь, так хочется сказать, да, задействованы серьезные какие-то товарищи. Я попробую их идентифицировать, но это как будто бы, знаете, силы, связанные то ли со временем, то ли силы, связанные как-то с кармой, вот как судьи, да, прям такая очень здесь строгая какая-то сила такая, которая, как будто бы, знаете, вообще в жизнь людей вмешивается очень редко. Допустим, силы, когда человек стоит на грани жизни и смерти, да, и вот решается его судьба. И вот в этот момент, да, вот как будто бы эти силы появляются. Они очень серьезные. Возможно, сейчас вы находитесь на каком-то важном перепутье, да, своей жизни. И вот вы каким-то образом, да, ну дальше мы посмотрим, но вы здесь нужны. То есть у вас вот как будто бы, знаете, не знаю, то ли какая-то задача очень важная стоит. Вот вы как будто бы нужны этому миру. И поэтому вот именно сейчас эти силы, они за вами присматривают. Они не влияют никак на вас на данном этапе, но они присматривают за вами, потому что, не знаю, вот мне идет какая-то ваша значимость, важность на данном этапе. Что еще? Какие силы стоят? Силы, которые забирают на данном этапе из вашей жизни и лишают вас того, к чему вы привязаны, для вашего какого-то дальнейшего развития, что ли, для вашего роста. То есть здесь, знаете, как будто бы две категории. Вот одна категория, какие-то судьи, да, которые я сказала, там, я не знаю, силы времени почему-то мне идет, вот как Кронос, как Сатурн.
Вот что-то такое, что-то кармическое здесь, что-то связанное с наследием, с родом, вот что-то такое серьезное. А с другой стороны, есть вот эти вот силы, которые как раз-таки, лишая вас чего-то, ну, это как, это очень, ну, не совсем большая сила, мелкая, но вот как зачистка какая-то идет. То есть их задача забрать у вас то, к чему вы привязаны, то, что для вас имеет значимость, важность, ценность. Для чего? Для того, чтобы освободить вас. Знаете, как человек, который решился всего, он становится неуязвимым. И тогда он как будто бы, с одной стороны, соглашается уже на все, а с другой стороны, то есть ему уже терять нечего. А с другой стороны, он как будто бы именно в этот момент идет вот именно в то развитие, в которое нужно. То есть вот эти силы, они наблюдают за вами, а вот эти силы, они как будто бы, ну, они более мелкие, они выполняют какую-то такую задачу, да, чтобы вот подготовить вас, так скажем, да, для того, чтобы потом вот исполнить какую-то вот свою важную, значимую роль в жизни. Здесь не обязательно, что вы будете там служить людям, либо еще что-то будете делать. Вы, возможно, будете даже заниматься тем делом, чем вы занимаетесь, да, но, не знаю, какая-то вот важность идет здесь. Не знаю почему, что-то вы важны для людей. Хорошо, для чего? Ну, в принципе, посмотрели, давайте еще раз посмотрим, для чего. Для чего эти силы стоят рядом с вами? Ну, временно, да, временно, они как будто бы вам дают передышку, да, моменты удовольствия. Да, удовольствие. Здесь так, как будто бы, знаете, затишье перед бурей. И вот это вот эти вот силы. То есть вот были у вас какие-то испытания в жизни? Мне хочется сказать, что это не конец, это не предел. Это вот просто передышка, потом опять будет. Я, конечно, понимаю, что ну, сейчас это не самые радостные новости, но вот здесь как закалка идет, понимаете? Вот вас закаляют, вам может казаться, что уже хватит, да, я уже устала, уже нету сил. Но вот если посмотреть в комплексе, да, на всю вашу жизнь, на весь ваш путь, здесь как будто бы идет такой, знаете, как подготовка какого-то солдата к значимому бою. Вот здесь такое, да, подготовка самурая для какой-то битвы, где вы должны будете проявить все свои умения, которые нарабатывали на протяжении, там, я не знаю, 10-12 лет, да, может быть, 27. Ну, вот какие-то такие периоды здесь большие. То есть это не то, что вот вы за месяц, за два, либо за год. Нет, нет, здесь большие какие-то периоды, вот вы нарабатываете этот опыт, и потом он куда-то, он где-то будет важен. Причем вот эта вот важность, да, она будет недолгосрочная. Это может быть что-то такое краткосрочное. Вот какая-то одна ситуация, вот в этой ситуации то, как вы себя поведете, она будет иметь влияние на большое количество людей. То есть вас как будто бы... Очень интересный такой момент, когда вас подготавливают для... как будто бы для одной какой-то ситуации. Не то, чтобы вот там я потом научусь, я потом буду передавать знания, служить. Нет, нет. Есть какая-то ситуация, и вот все будет зависеть от вашей реакции. Но чтобы к этой реакции вас подвести, вас долго-долго очень учат. Чем вы можете быть полезным? Давайте посмотрим, чем вы можете полезны. Но пока вы являетесь хорошим исполнителем, то, что вам говорят делать, да, вы делаете и при этом получаете еще от этого удовольствие, да, то есть вы, так скажем, хороший, либо хороший ученик, либо хороший помощник. Вот вы хороший помощник. А в чем? Вот в реализации каких-то планов. Здесь может быть еще даже так, если у вас есть, допустим, дети, либо у вас есть ученики. Вот вы как будто бы подготавливаете, что-то вы подготавливаете, либо
Допустим, ваши дети, они будут в чем-то будут важны, значимы. И вот ваша роль как раз-таки как воспитателя, да, то есть заботиться об этом ребенке, дать ему правильные ценности. То есть ваша помощь в заботе, связанной с реализацией каких-то желаний. Я не могу понять, чьих это желаний, но вот здесь что-то такое. Ваша помощь идет в заботе, внимание, в том числе и о себе, да, то есть если это не дети и не ученики, то это забота о себе. Чем еще вы можете быть полезны силам? Вот в нужный момент, видите, вы станете инструментом в их руках, да, благодаря чему они смогут что-то новое начать какое-то новое дело. И у меня такое ощущение, что здесь вот какая-то перемена будет. То есть они вот, лишая вас, допустим, чего-то, да, здесь ценного, вот как я уже сказала ранее, да, когда уже нечего терять, уже забрали абсолютно все, человек как будто бы соглашается на любые условия, на любые действия. Именно вот это состояние, да, по шуту, я готов на все, мне уже терять нечего, я иду в любом направлении, да, я уже не привязан к этой жизни, а любая ситуация, которая со мной случается, для меня является опыт. То есть вот такое ощущение, что как будто бы здесь, хотелось бы сказать, да, что как будто вам промывают мозги, но здесь все равно вот какая-то такая готовность для того, чтобы в нужный момент вы превратились в этого Варкан Шута, человека, который ничего не боится, человек, которому море по колено, человек, который верит во что-то, да, то ли это какая-то идея, то ли вера именно силам, человек легкий на подъем, без каких-то особых заморочек, для чего мне это надо, да, там, допустим, отправляет на какое-то задание, человек просто берет и делает, да, как хороший исполнитель. Но это не значит, что вы являетесь марионеткой, да, думаю, вы меня правильно услышали, потому что, ну, для марионетки не будет вложено столько сил, столько энергии, сколько вкладывают в вас сейчас. Ну, то есть, если бы вами хотели просто управлять как марионеткой, да, вам бы продолжали говорить то, что нужно делать, и все. И вы бы это делали, ну, то есть вам бы внушали. Здесь нет, здесь не все так просто и не все так однозначно. Хорошо, как эти силы проявляются через вас? Вот эти сначала посмотрим, да, такие серьезные силы, как они проявляются через вас. Когда у вас появляется неодержимое желание, да, с кем-то сражаться, с кем-то бороться, что-то отстаивать, причем здесь не ради какой-то идеи, а здесь просто борьба ради борьбы, да, когда человек на надрыве, на каких-то эмоциях, он готов идти на любое сражение, да. Знаете, вот как подготавливали берсерков, да, воинов, которые вот прям в своем таком состоянии эмоциональном, не знаю, некого замутнения рассудка, да, могли прям сражаться и разрывать своих врагов прям в больших количествах. Вот здесь какая-то такая энергия, но она немножко, по семерке жезлов, да, она немножко эмоциональная, да, то есть здесь присутствует вот какая-то эмоциональность. Когда вы здраво не можете мыслить, вот тогда появляется эта серьезная энергия, и вы ее чувствуете вот именно в борьбе, да, в желании выиграть, в желании стать победителем. Вот какая сила, такая, ну она серьезная сила, такая и энергия у вас. Но это не ваше желание, а это вот как помутнение немножко сознания, иллюзорность какая-то. Как они проявляются через вас? Ну вот когда вы проживаете моменты кармы, да,
либо когда вы являетесь для какого-то другого человека бумерангом. То есть в любом случае вы как будто являетесь инструментом, через который может идти наказание другим людям. То есть здесь и такие достаточно серьезные моменты идут. Я говорю, вы не случайно этот человек, такой, знаете, каратель. Вы приводите силы равновесия, да, именно в баланс, то есть через вас это проходит. Через прикладывание какой-то силы. Еще, как они проявляются. Через то, когда надо что-то преодолеть, да, когда на пути есть какие-то преграды, и эти преграды необходимо смести на своем пути. Но вот у меня идет такое, знаете, ощущение, когда человек не видит, вот он как, я не знаю, в какой-то ярости, что ли, но не видит, что с ним происходит. Вот идет какой-то эмоция очень сильно овладевают его разумом, да, и он действует вот именно, как будто бы, знаете, разумность уходит, и что-то другое вот проходит, какая-то другая сила проходит через этого человека, и она им управляет. Это если мы говорим про эти серьезные силы. Если вы считаете, что вы можете им противопоставить что-то, да, если вы не согласны, то даже не стоит об этом думать, потому что здесь сила очень мощная, да, то есть какой бы вы практик не были, да, к примеру, какой бы вы сильный маг не были, здесь силы далеко не равные. То есть здесь победить эту силу, да, там сказать, отказаться невозможно. Вас не случайно выбрали. Хорошо, а вот эти силы зачищения, как они проявляются через вас? Когда у вас появляется желание, да, к чему-то двигаться, когда нужно совершить какой-то прорыв, когда нужно собраться с ресурсами и целенаправленно двигаться вперед. Когда вас накрывают эмоции, именно связанные с как-то с прошлым, как удовольствие, что ли. То есть здесь как идет? С одной стороны, вам дают вот эти вот моменты, да, как я уже говорила, как передышки, но это не просто я в ожидании, что что-то произойдет, а я себя вот прям очень хорошо чувствую, я наслаждаю, я получаю удовольствие от жизни, я вот такая расслабленная в принятии, в любви, как-то, может быть, занимаюсь с детьми, получаю от этого удовольствие, а потом резко какой-то вот прорыв, да, то есть потом собралась и куда-то пошла, да, что-то сделала. Ну, как еще они проявляются? Ну, по-хитрому проявляются. По-хитрому, через эмоции. Вот когда у вас очень много эмоций, вот когда вот в вашей жизни вот прям все хорошо, и от этого получаю удовольствие, я в безопасности, я кайфую, вот в этом есть обман. То есть вас как будто бы, знаете, как задобряют перед тем, как у вас заберут то, что вот вам дорого. То есть, с одной стороны, здесь может быть как проверка, да, чтобы понять, вот я тебе даю то, что ты хочешь, как-то твою бдительность, да, усыпляю, и ты находишься вот в наслаждении, в каких-то моментах забвения, тебе так хорошо. Вот. И в эти моменты, да, либо проявляется то, к чему вы привязаны, и таким образом потом в дальнейшем вас это могут забрать. Ну вот здесь какая-то игра идет. Через ваши интересы. Тоже могут, когда у вас появляется какой-то вот задор, любопытство, я хочу что-то попробовать, но это вот опять-таки с движением тоже связано. Угу. Когда у вас появляется много энергии, прилив энергии, да, хочу куда-то двигаться, когда у вас появляется желание по поводу будущего, да, когда вот появляются, опять же таки, какие-то лидерские качества, да, когда есть чувство храбрости, я готова проявлять инициативу.
И я готова куда-то вести за собой, возможно, людей, либо самой куда-то идти. То есть здесь, с одной стороны, появляются эмоции, да, они такие приятные, а с другой стороны, энергия движения вперед. Вот, движение вперед, а эмоции это вот сюда по пятерке пентаклей. Вот, и на дне у меня, видите, двойка кубков. Вот как-то так, странновато немножечко. Вообще расклад сегодня вышел, ну, какой-то странный. Он вроде бы и глубокий, но и одновременно он какой-то такой легкий. Ну, я не могу сказать, что здесь, по моим ощущениям, да, что есть какая-то вот структурность в этом раскладе. Он какой-то, я не могу его определить, но, видимо, какие энергии, это такая информация. Вот. Если подытожить, что я, в принципе, никогда не делаю, но вот сегодня мне хочется, получается так, что по первой позиции люди находятся на какой-то такой развилке, не то чтобы понять, определиться, какой силе служить, хотя такое тоже может быть, да, как будто люди находятся на выборе, да, я иду в сторону белых, либо в сторону черных, красных, либо синих, да, то есть, ну, на какой стороне я буду играть, это один вариант. Второй вариант здесь может быть по первой позиции того, что как будто бы вы видите, что и те, и другие силы, они проявляются в вашей жизни через вас, да, и вот должно быть некое такое единение, да, то есть понимать, что вот сейчас я могу использовать темные силы, а сейчас я могу использовать светлые силы, то есть и такой вариант тоже будет. То есть один вариант я разделяю, да, в какую сторону я иду, а второй вариант я соединяю и то, и другое, да, вопрос цели, ради чего, да, я буду использовать ту или иную силу. То есть сила сама по себе, ну, нейтральна. По второй позиции там какие-то такие энергии фей, энергии эльфов, вот как игривость, да, что-то такое, кельтские какие-то там друиды, вот какие-то такие энергии вместе с ангельскими силами, да, силами света. Вот. А здесь, в третьем варианте, здесь такое ощущение, что вас готовят. Вас готовят здесь какие-то такие очень серьезные войны, судьи, каратели. И вот эти вот энергии, да, они, с одной стороны, не как будто бы выполняют свою задачу, чтобы что-то зачистить, чего-то вас лишить. Знаете, скажем так, как солдаты. Они просто выполняют свою задачу, но с другой стороны, они хитрые. Здесь, ну, здесь нечистая. А вот здесь вот энергия, они очень строгие, они очень жесткие, они очень строгие, и они неколебимые, непоколебимые. То есть здесь, скажем так, подкупить эти силы вообще невозможно. Вообще их дотянуться до них невозможно. Я даже не могу определить уровень их нахождения, да, то есть это не то, что, например, там темный, низший астрал, там средний, высший. Это вот вообще, мне кажется, это какая-то другая система измерения силы. Это как что-то на уровне Вселенной, да, что какие-то законы такие вселенские, которые не имеют отношения именно к астралу каким-то образом. То есть это вот что-то такое намного выше. Вот как-то так. Не знаю, как вышел расклад. Напишите мне свою обратную связь. Что-то сегодня я не могу оценить расклад. Насколько он мне самой понравился или нет, вот такое тоже не могу сказать. А я с вами прощаюсь до пятницы. Всего вам самого наилучшего. Всем пока-пока.